Итак, ребят, всем привет! Случалось ли вам замечать, что иногда часы вам показывают одинаковое время? Одинаковые цифры, например, 22:22 или 1:1:1, да, что-то типа того. Когда вам эти цифры попадаются постоянно, допустим, вы их видите на часах, на чеке с магазина, еще где-то, и постоянно вы на них натыкаетесь. Что это такое вообще? В интернете очень много об этом говорят. В основном говорят о том, что это якобы ангел-хранитель пытается передать важные послания, Вселенная подмигивает свыше там и так далее. Вот таким вот языком символов, то есть для того, чтобы подать вам какой-то знак свыше. На самом деле, вот просто подобными заявлениями пестрит весь интернет, он завален статьями об этом, просто куча видео про такую замечательную ангельскую нумерологию. И знаете, информация в основном об этих повторяющихся числах одна и та же, вот будто ее списали с какой-то копирки, то есть кто-то сказал, все повторяют, и нет никакой альтернативной точки зрения на это, будто вот все реально у какого-то отличника списали, и все, вот вся информация одна и та же. И сегодня я бы хотела немного поговорить об этом, в том плане, что у меня на этот счет есть иная точка зрения, то есть которую я вытащила благодаря своей практике, то есть я не беру информацию из интернета там или из каких-то там статей, я не являюсь теоретиком, который берет все, что не попадя, там, где написано слово эзотерика, да, и вот там кто-то сказал, и все теперь повторяют. Я беру из своей практики, я живу, сталкиваюсь с какими-то определенными моментами в своей жизни и потом об этом рассказываю. Сама я являюсь человеком видящим, то есть я с детства вижу тонкий план, с детства вижу гораздо больше, чем другие, являюсь очень сильным эмпатом, и также у меня есть способности медиума, то есть я могу и общаться, грубо говоря, с душами вот уже ушедших людей, и вижу очень много того, что происходит, то есть и в том числе очень хорошо улавливаю энергию пространства, поэтому я, говоря о себе, да, вообще никогда не видела по жизни вот этих вот повторяющихся цифр. То есть я всегда жила своим намерением, я очень много рассказываю про намерения, о том, что это такое, как им пользоваться, да, как управлять реальностью, как сработать с реальностью. И управляя через намерением своей реальностью, я никогда не замечала никаких повторяющихся цифр. Скажу так, начала я их замечать, то есть они мне начали сыпаться прямо на голову, тогда, когда я начала копать под матрицу. Вот парадокс. Но у меня есть серия роликов, может кто-то видел, может кто-то не видел, посмотрите. Там очень интересно, там я рассказываю полностью, что такое масонская пирамида, я даю все расчеты по этой матрице, я показываю, что такое циферблат, на самом деле часовой, и как тесно часы, которые у нас сейчас есть, вот эти 24 часа, да, 12-часовой циферблат и так далее, очень тесно связаны с матрицей. Точнее, вся матрица темная, которая сейчас существует, она построена по вот этому циферблату. И, по сути, наше вот это новое время, грубо говоря, которое у нас есть, оно играет против нас. А часы, которые мы видим, 12-часовые, они полностью завязаны с темной матрицей. Так вот, к чему это я? У меня один вопрос, всего, который я хочу задать думающим людям. Ребята, если у нас полностью, да, вся зодиакальная система, все вот эти вот моменты с часами, все моменты, связанные с темной матрицей, завязаны именно на часах, то есть на циферблате вот этим 12-часовом, то скажите мне, каким волшебным образом через темную матрицу нам будут посылать информацию ангелы-хранители? И, к сожалению, да, здесь очень многие люди на это попадают. И очень многие люди, которые так или иначе находятся вот в этом вот моменте
иллюзий с матрицей, они верят реально, что эти цифры дают им какие-то знаки свыше, им даже дают там какие-то расшифровки в интернете, я даже не знаю, какие, я даже не смотрела, но я для себя, допустим, увидела расшифровку, которую мне пыталась темная матрица пропихнуть. Это вот 1, 1, 1, 1. Я говорила, что это такое, то есть это спеши, 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 да, это на то, чтобы вымотать человека дается. Также по другим кодам, то есть цифрам, там тоже есть такие не очень хорошие моменты, которые пытаются подпихнуть. Но это ладно. Я к тому, что люди, вот мы с вами недавно разбирали про контракты. Что такое контракты, как нам эти контракты буквально там всучивают, да, как мы косвенно не понимаем, где мы соглашаемся на эти контракты и так далее. Так вот, по сути, вот эти вот так называемые ангельские в кавычках знаки, которые нам пропихивают со всех сторон, типа, нам надо обращать внимание, это что-то волшебное, что-то классное, что-то магическое и так далее, они, по сути, мы, соглашаясь с тем, что эти знаки несут нам что-то хорошее, мы как бы соглашаемся, о, да, класс, этот знак, он что-то там делает в нашей жизни, да, а по факту мы говорим о том, что эти знаки, то есть косвенно мы подтверждаем то, что эти знаки могут управлять нашей жизнью, то есть, что эти знаки, они могут что-то вносить в нашу жизнь, то есть, как правило, не факт, что они будут вносить именно то, что нам надо, то есть мы как бы говорим о том, что кто-то там, неважно, да, какой-то там якобы ангел, через эти знаки может влиять и давать нам, грубо говоря, какие-то советы, помогать принять в кавычках правильные решения, подсказывать, опять же, да, куда там двигаться и так далее. И здесь нам нужно понимать, что так или иначе, полагаясь на эти цифры, которые там где-то там чего-то всплывают, мы косвенно перекладываем ответственность с себя на эти знаки, что кто-то там за нас решает, что кто-то там примет за нас решение, кто-то там что-то за нас сделает. И опять же, да, кто принимает решение? Ты или знаки? Даже если вы верите, реально продолжаете верить этим знакам и так далее, я хочу предостеречь вас, это ваше дело. То есть хотите — верьте, реально. Это как бы мнение каждого человека, верить в это или нет. Если вы не верите в то, что я говорю, эти знаки являются инструментами темной матрицы, пожалуйста, можете верить в то, что это там какие-то ангельские суперсимволы. Но, пожалуйста, принимайте решения сами. То есть, даже если вы смотрите, и там Вселенная а-ля послала вам какое-то великое послание, не говорите то, что «О, все, надо делать так, как говорят вот эти цифры». Принимайте их как некоторое мнение, которое было предложено вам, но не принимайте за истину, пожалуйста. Потому что вы должны понять, что нет ничего супер всесильного, супер какого-то там огромного, которое лучше знает вас, как вам жить. Вот основная причина, по которой многие застревают в темной матрице, это как раз-таки то, что люди перекладывают ответственность или думают о том, что есть кто-то там, всемогущий, всесильный, всекрутой какой-то там и так далее, и он лучше знает, как будет для человека. Но это не так. Человек должен принимать решения в своей жизни самостоятельно. Только он единственный несет ответственность за свою жизнь и будет ее дальше нести. И после смерти, так или иначе, он столкнется с жесткой реальностью, где отвечать за свои поступки будет только он сам и никто другой. Никакие ангельские матричные суперзнаки, супер там силы не будут за это отвечать. То есть человек будет нести ответственность в том числе за то, что он эти знаки принимал. И это нужно тоже понимать. И все, что происходит в нашей жизни, хотим мы этого или нет, является результатом нашего собственного, понимаете, труда, грубо говоря, наших собственных решений, наших собственных восприятий и нашего выбора. Поэтому это очень важно относиться к этому серьезно. Ну, а также, если мы будем говорить о вот этих цифровых знаках, то вся эта
нумерология, демонология — все это инструмент темной матрицы, где часы и цифры на часах, они полностью диктуют проведение пространства. То есть это как вот эта вот вся нумерология условно, да, вот эти все числа ангельские там и так далее, так называемые, это все матричные схемы, которые как раз-таки завязаны на том, чтобы искусственно управлять реальностью. То есть это некая альтернатива, точнее это даже не альтернатива, это антагонист намерению. То есть намерение — это то, как мы управляем своей жизнью самостоятельно. А матричная система — это та система, которая сама управляет нашей жизнью. То есть либо ты сам управляешь своей жизнью, либо тобой управляют. И, конечно же, темные, им это нужно, и они бывают очень крайне настырными, потому что они начинают подсовывать эти числа зачастую до тех пор, что некоторых они начинают преследовать чуть ли не постоянно. И человек в какой-то момент начинает задумываться, что же это может значить, что я вот постоянно вижу там какие-то цифры, начинает гуглить, начинает находить замечательную там ангельскую демонологию и так далее. И самое неприятное, наверное, в том, что человек где-то начинает верить в то, что вот с ним происходит что-то волшебное, что он, значит, под покровительством неких сил, опять же, передавая им управление своей жизнью, и он начинает в это верить, начинает играть в эту игру. И эта игра начинает человеком управлять. Ну, а также, как вы понимаете, у каждой игры есть свои правила. И на самом деле это все относится к тем же самым, как гаданиям, приметам, когда мы каким-то событиям, когда мы каким-то там суевериям, когда мы каким-то определенным предметам, вещам начинаем позволять управлять своей жизнью. И чем больше мы начинаем позволять им управлять своей жизнью, тем чаще они начинают с нами просто случаться, да. И черная кошка, которая перебежала нам дорогу, не дает нам построить новое светлое будущее. Так же, как и вот такие числа, еще что-то, потому что они реально начинают диктовать нам условия. Например, вот тоже те же самые вот эти ангельские числа, когда вы там видите какую-нибудь там цифры на экране 1717, остерегайтесь там краж, потери, еще чего-то, начинает человеку просто навязывать это. Человек начинает проецировать это в пространство, у меня могут что-то украсть, я могу что-то потерять и так далее. И он силой своего же намерения может это притянуть реально, вот, и оно начинает диктовать нам буквально судьбу, то есть это то же самое, что Таро условно, что 0000 вы увидели, что все, скоро вы будете влюблены или там кого-то встретите и так далее, это реально из разряда гаданий, когда мы начинаем, то есть это попытка управлять нашей жизнью, через что? Через то, что мы сами простроим эту реальность, мы будем в нее верить, мы будем, получается, проецировать это в пространство, да, при помощи своего же намерения, и потом это с нами будет случаться. Но мы не сами выбираем это, то есть кто-то за нас пытается это выбрать. А кто это может сделать? Только темная матрица. Только темной матрице выгодно пытаться управлять нами, только манипуляторы, только темные, так или иначе, как ужи на сковородке, будут пытаться нам диктовать, куда нам идти, что нам делать, да, пытаться нами в этой жизни властвовать над ней, да, что-то привносить в нее, что-то делать для того, чтобы мы действовали так, как нужно им, а не нам. И, ребята, вот будьте взрослыми, будьте осознанными, потому что реально, если мы будем как-то вот к таким вещам относиться сначала с игрой, потом в это начинать играть, потом вот в это верить, то это все будет с нами случаться. Мы любим в это играть, да, в какую-то удачу, что нам повезет. Мы хотим, на самом деле, это все играет на наших чувствах, что многие из нас просто находятся в таком состоянии, где мы
не уверены в себе, где мы не знаем, а получится ли, да, где у нас не хватает внутреннего стержня, не хватает какой-то самооценки для того, чтобы быть уверенным в том, что я крутой, у меня все получится, я смогу, да, то есть не можем найти вот этот стержень для того, чтобы четко понимать, что я управляю своей жизнью. А когда у нас вот это вот плавающее состояние, где мы не можем, вот кажется, вот эту жизнь как-то как лошадь, да, там схватить за узды и вернуть, поворачивать в какое-то направление, которое нам нужно, когда у нас нет вот этого ощущения, что вот она куда-то скачет, а мы вот не можем этим управлять, мы пытаемся вот за такие вещи цепляться, как за некое желание, да, получить контроль над тем, что происходит. И мы начинаем искать счастливые цифры, счастливые билетики, счастливые там еще что-то, какие-то приметы, какие-то еще что-то в попытках именно контроля над жизнью. Но нам нужно, ребята, не пытаться контролировать, это в кавычках контролировать, потому что таким образом вы контролировать свою жизнь не начнете, вы не сможете управлять ею, пытаясь вот такими методами цепляться за вот это вот все. Контроль над своей жизнью — это в первую очередь умение пользоваться намерением, да, это умение ставить цели, это умение верить в себя, да, это вера в себя, это понимание, то есть того, как это работает, что это работает. Потому что пока мы будем сидеть ровно, да, и ждать, когда же там на нас сверху свалится счастливый билетик, для того, чтобы его съесть и жизнь наша категорически поменялась в лучшую сторону, ну, мы в этот момент находимся в пассивном состоянии. Мы сами как бы ждем, когда кто-то там придет и принесет нам что-то, да, какое-то счастье. То есть мы в этот момент не являемся теми, кто берет и сам кует свое счастье, да, тот, кто управляет, тот, кто реально желает что-то делать и делает, да, и где реальность становится инструментом, а не тем, что нам что-то приносит. То есть, понимаете, мамкой такой кормилицей, которая раздает счастливые билетики, цифры, там еще что-то, хочет раздает, хочет не раздает, а мы сидим и ждем, да, как тот козленочек в закрытом доме, о том, когда там мама принесет нам что-то, да, с рынка. Нет, нам нужно выходить из этого домика и начать самостоятельно управлять своей жизнью самостоятельно, добывать себе эти все ресурсы и так далее, где реальность будет служить именно тем, где мы можем взять, а не то, что нам приносят, да. В этом есть разница, и эта разница огромна. И, к сожалению, это такая, болезнь даже целых поколений, я бы сказала, потому что мы же не так просто такими стали, да, этому нас учили родители, а их учили их родители и так далее. То есть, к сожалению, нас учили не тому, чтобы нужно верить в себя, пользоваться намерением, пользоваться там каким-то внутренним стержнем, да, поднимали самооценку нам, а учили полагаться на что-то вне себя, учили какой-то пассивной роли, учили там ждать от государства, ждать от еще чего-то, да, что кто-то там принимают решения родители, взрослые, более умные какие-то, все, а ты сиди как бы и не высовывайся. И здесь, конечно, это формирует вот эту пассивную беспомощность, то есть, что кто-то придет и спасет, повезет, не повезет и так далее. Это все говорит о потере опоры и внутреннего стержня внутри самих себя. И как раз-таки этим и пользуется матрица, и с удовольствием берет управление вашей жизнью и рулит ей, как ей надо. То есть через вот такие вот нумерологии, астрологии, гадалки, веселые цифры там ангельские и так далее. И как только вы не знаете, что делать со своей жизнью, тут же найдется куча желающих ею управлять и знать, как лучше, в виде эгрегоров, там вот этого всего, что обязательно все порешают, обязательно все сделают, да, в виде всяческих сущностей и так далее. И этот счет, это будет игра в одни ворота, и это не ваши ворота, не к вам, потому что вся темная матрица, все темные хотят только одного — гаваха. А гавах — это энергия страданий, а значит, они будут делать только то, чтобы вы страдали,
понимаете? И я вот сейчас наблюдаю за тем, что происходит вообще в интернете, все. Я вижу куча просто вот этих картинок красивой жизни, да, которые делают специально это все это все маркетологи, чтобы вы понимали, да. Вот это вот девушка там на фоне машины с большим букетом цветов, красивая жизнь, все. Это все жизнь на камеру, да. Что там творится за камерой? Я смотрела очень много там интервью тех же самых с людьми, которые вот типа вот идеальная семья, идеальное все это, а у них ребенок ненавидит себя. Он считает себя некрасивым, ужасным, страшным. Но это почему так происходит? Ну, явно не от того, что у него там счастливая, прекрасная жизнь, да, полная ненависти к самому себе и самооценка ниже плинтуса. Она идет не из ниоткуда. То есть вот эта вся условно лакшери, да, какая-то вот эта вот вся вещь, она нам показывается как некая иллюзия того, что вот есть там что-то замечательное, классное, здоровское, и мы на это покупаемся, мы на это идем. И нам говорят, вот, впусти в свою жизнь волшебный эгрегор денежного потока, и он завалит тебя деньгами, ты будешь летать на вертолетах и делать так, как я, и так далее. И, конечно, продавцы душ, как я их называю, они дают картинку. Знаете, очень многие из них дают картинку, класс, эгрегор их продвигает, есть даже специальные там энергии, которые привлекают людей на это все, да, которые вот этих людей обрабатывают для того, чтобы люди входили в эти эгрегориальные структуры и так далее, вот, чтобы их тянуло туда. Но, как показывает практика, даже своих вот этих вот продавцов, которые с этим эгрегором вступают в какие-то отношения, да, которым якобы этот эгрегор там осыпает их деньгами и всем прочим, этот эгрегор точно так же качает с них гавах. Он точно так же выжимает их через соковыжималку. И это стоит понимать. То есть в этих структурах, которые так или иначе работают в матричной системе, нет, кроме темных, счастья. Ну, никому счастья, кроме темных, она не доставляет. Поэтому здесь нужно задумываться. Поэтому, ребята, в следующий раз не поддавайтесь влиянию темной матрицы, и когда увидите повторяющиеся красивые, назойливо подсовываемые вот такие замечательные цифры, делайте две вещи. Либо игнорируйте это, либо говорите, что вы против. Перестаньте обращать на них внимание, и матрица не сможет на вас влиять таким способом. Говорить, что это не для меня, я не буду играть в эти игры, я буду управлять своей жизнью сам, я сам буду решать, да, я сам буду принимать выбор в своей жизни, что мне делать сегодня или завтра, когда я влюблюсь, а когда я захочу побыть одним и так далее. Просто говорите, я не играю в эту игру. На всякий случай можете мысленно сжечь в топке это послание. И в ближайшее время вы увидите, что эти цифры в какой-то момент перестанут вам являться. Если вы запретите это и сделаете выбор, да, если вы скажете, что вот это должно уйти из вашей жизни, оно уйдет, потому что ваша воля — это то, что нарушить нельзя. И это при том условии, если вы твердо будете в это верить. Верьте в свои способности и в себя, и вы начнете сами управлять своей реальностью. Формируйте намерения и живите так, чтобы вам это нравилось. Начинайте больше внимания обращать на свой внутренний стержень, а не на внешние какие-то сигналы. Ну а если вы не разбираетесь с темой, что такое намерение вообще, как оно работает, что нужно делать, то у меня есть курс по намерению. Я учу реально людей тому, как управлять реальностью своей. И по словам ребят, это
лучший курс по намерению, который они проходили. Реально люди после него понимают, как управлять реальностью. Я очень долго на самом деле не знала даже, как подойти к этому курсу, потому что я не понимала, смогу ли я вообще как-то объяснить то, что находится на уровне тонких энергий, да, объяснить, как именно я это делаю, объяснить, что нужно, да, вот какое внутреннее ощущение воссоздать, какие внешние, да, вот эти вот вещи, как их почувствовать, все. Для меня это была дилемма, и я очень сильно рада, что у меня это получилось, потому что я очень сильно переживала, но курс уже прошли достаточно очень много ребят, и все в восторге, очень многие наконец-то исполняют свои давние желания, которые давно уже хотели и живут так, что, как они говорят, чудеса начинают происходить, то есть то, что невозможно, начинает происходить, да, то, что казалось раньше вообще, что как так может получиться, я просто закидываю намерение, это случается, я просто там пытаюсь что-то сделать, как-то вот приобрести что-то, допустим, или там получить что-то, да, чтобы реальность вот как-то вот определенным образом сложилась, и она складывается. То есть это удивительно, это необъяснимо, но это факт. И это работает. Ну а для тех, кто давно ждал скидку на мои курсы, у меня для вас хорошая новость. С 10 по 17 апреля у вас есть уникальная возможность изменить свою жизнь к лучшему. По вашим многочисленным просьбам я решила сделать акцию, снова провести ее по своим 2 курсам. Это основы управления реальностью, как раз где я рассказываю про намерение, то, как управлять этой реальностью, о том, как привлекать в свою жизнь и как раз-таки управлять своей жизнью самостоятельно, да, и чувствовать, главное, вот эту реальность, как она движется, что из себя представляет, да, как вот на эти энергии реальности воздействовать, грубо говоря, для того, чтобы в нашей жизни случалось то, что хотим мы. Вот. И также курс по отключению под ключик, это как раз тот курс, где я рассказываю про договора, контракты, которые могут преследовать нас там, где мы их совсем не ждем. Там я рассказываю об очень многих системах, то есть как нас на эти контракты разводят, что вообще происходит, то есть там очень много информации, там 72 часа записано по времени. Курс на самом деле просто шикарный, тоже очень многие люди с благодарностью говорят о том, что после этого курса их жизнь начинает очень сильно меняться в лучшую сторону. Так что не упускайте возможность, это ваш шанс сделать шаг навстречу своим мечтам и избавиться от всего, что мешает вам двигаться вперед. Потому что каждый день мы сталкиваемся с какими-то препятствиями, и они нам не дают жить так, как мы хотим, жить полной жизнью. И я в своей работе все-таки стараюсь помогать, хочу, да, желаю помогать людям учиться управлять своей жизнью, своей реальностью и убирать из жизни все ненужное, то есть скидывать вот эту всю мишуру из контрактов и прочее, и наконец-таки приходить к себе, находить себя, да, научиться слушать себя, узнавать себя, то есть принять себя, опять же. Поэтому это обучение, это настоящая трансформация. Ну а скидки, их просто невозможно опустить, потому что с 10 по 14 апреля, можно сказать уже по традиции, я делаю скидку 15% на оба курса. Это отличная возможность начать путь к переменам в своей жизни по максимально сниженной цене. Ну а с 15 по 17 апреля, кто не успел, вы все еще можете приобрести курсы, но уже с 10% скидкой. Так что даже если вы не попадете в первую волну, пропустите ее, то шанс присоединиться к тем, кто уже начал менять свою жизнь к лучшему, у вас еще есть. Не упустите эту возможность обрести личную силу и уверенность в завтрашнем дне. Но у меня на сегодня все. Записывайтесь на курсы, начинайте свое удивительное путешествие к новой жизни. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.